Всем привет, мальчишечки и девчоночки и господа постарше. Расскажу сегодня я вам про Arknights Enfield. Так уж случилось, что игра берет два жанра и соединяет их: гачу и симулятор завода. По совпадению получилось, что я отпахал очень много времени в Genshin Impact и Honkai Star Rail. Опыт в плане гачи имеется. И кто же знал, что наигранные часы в Satisfactory, Factorio и Dyson Sphere Program пригодятся мне в жизни хоть когда-то. Сейчас вам все подробненько расскажу. Видос, скорее всего, будет не быстрый, поэтому наготовьте покушать и попить, и приятного вам аппетиту. И также напоминаю, что каждый лайк и комментарий помогает мне и каналу. Спасибо вам. Сюжетных спойлеров не будет, не бойтесь. Вы тот самый топ-управленец-основатель компании Enfield, который ведет простой люд по пути стандартизации, развития и промышленной революции, чтобы нести жизнь по галактике. Только после кое-чего вы пропали на 10 лет. И как вас нашли, вам отшибла наглухо память, и вы не можете вспомнить своих близких. Все будет крутиться вокруг вас и Луны Талос-2, где будет происходить все действо. И причудливый минерал Originium тоже будет в этом участвовать. На этом, пожалуй, все по поводу вводной сюжетом, так как я категорически рекомендую самим окунуться в этот дивный мир. Боевая система тут довольно интересна. Начнем с того, какие классы оперативников у нас тут есть. Страж. Он накладывает на врагов уязвимость и физическое состояние и наносит мощный урон. Заклинатель. Накладывает поражение искусствами и реакцией самих искусств, такие как возгорание, электролизация, застывание и коррозия. Как и стражи, является ДДшником. Штурмовик. Наносит сокрушительный урон, используя физические эффекты и эффекты самих искусств, накладываемых другими классами. Авангард. Восстанавливает очки навыков, дабы команда могла активнее их использовать. Защитник. Класс прикрытия и хил. И поддержка. Ослабляет и кидает контроль на противников. Также поддерживает вашу тиму бонусами. Я, если что, по этому поводу не заморачивался от слова совсем и играл тем, что дали, даже не используя персонажей скруток, чтобы, так сказать, прочувствовать не просто геймплей без доната, а прочувствовать тот самый минимум, какого у вас никогда не будет. И я вам так скажу, проблем не было никогда. А хила у меня в пачке вообще не было. Умения оперативников. Тут у нас дела обстоят следующим образом. У нас есть базовая атака на левую кнопку мыши, но при зажатии атаки собираются в серию атак, и происходит атака добивания, которая носит много урона и восстанавливает вам часть очков навыков. Ну и атака с падения еще есть. Это базовые варианты. Боевой навык. Вы его прожимаете на циферку 1, 2, 3, 4 в зависимости от того, как составлена ваша пачка. Тратите очки навыка и в зависимости от персонажа получаете тот или иной эффект. А теперь, внимание, комбо-навык. Во время боя, при выполнении условий, скажем, нанесения добивающего удара по противнику, ваш тиммейт может сделать комбо-навык при условии, что вы прожмете клавишу Е. Эффекты варьируются от персонажа. К примеру, главным героем я зажимаю левую кнопку мыши и наношу после обычных тычек добивающий удар. И если у вас есть в пати персонаж, который имеет на это триггер комбо, как у стартовой Пэллы, то Пэлла нанесет электролизирующий урон и накинет электролизацию на противника, если вы, конечно, прожмете этот комбо-навык. Ну и, конечно же, ульта, которую можно будет активировать по накоплению супер энергии долгим нажатием на клавишу умения. С этим, думаю, мы разобрались. И как вы уже догадались, вы можете тупо играть одним персонажем и использовать навыки других персов и юзать все доступные в вашей пачке комбо-навыки. Более того, ваша тима сама будет бить противников во время боя автоатаками. Для прожатия ульты переключаться как в Геншине на конкретного персонажа не нужно, на словах все сложно, но поверьте, ощущения от боя прекрасные. Все происходит очень быстро и динамично, и втягиваешься в эту боевку без каких-либо проблем. Бонусом вы можете использовать уклонение на правую кнопку мыши или Shift, и ваш персонаж будет выписывать кульбиты и избегать урона, но надо вовремя прожать. Стартовая команда в виде главного героя суперменеджера, который не помнит свое прошлое и который пропадал 10 лет, что ну прям, конечно же, супер оригинально и нигде такого не было никогда. Застенчивая девочка-всезнайка Пэлла, у которой вместо зрачков глазки-закладки. Бойкая, резвая, озорная и не только Чэнь Цяньой, которая напоминает персонажа Марта Семь из Ханкая мне почему-то. И, о боги, местный, мать его, Данте из Devil May Cry с хвостиком и ушками. Рисовали Вольфгарда точно с него. И да, ушки и хвостики в этой игре — это неотъемлемая часть мира, к сожалению, так как всевозможных рас тут куча.
Если вкратце, то 3 типа. Древние, старейшие и сарказы, которые являются коренными жителями Терры, кстати. Подвидов хвостозадых и ушко-рогоголовых уйма. Перечислять в обзоре на игру, думаю, того не стоит. Насчитал я около 31 вида в местном кодексе. Поговорим про прокачку персонажей. Тут все относительно просто и привычно для фанатов гач. Вы поднимаете уровень персонажа книжками, которые фармите в отдельных местах и получаете их в награду за активности и квесты. Потом повышаете вашего оперативника и качаете снова книжками, и так шажками с 1 до 20 уровня, с 20 до 40 уровня и так далее. Но для возвышения вам будут требоваться материалы, которые вам нужно будет фармить. Тут все понятно, я думаю. Матрица умений. Тут снизу у вас как раз те переходы по уровням, которые нужно будет залить материалами для перехода выше. Карта талантов, где вы усиливаете персонажа. И прокачка боевых навыков, где вы качаете ваши умения, обычную атаку, свою способность, триггер-комбо, ну и, конечно же, ульту. Примерно то же самое, что мы видели в других гачах. Фазы потенциала. Когда вы выбиваете того же персонажа, что у вас уже есть, вы можете получить еще сверху бонус, прокачав эту фазу. А для главного героя вы получаете это дело за прохождение сюжета. Шмотки. Тут вам не нужно потно неделями корячиться в данжах в поиске того самого заветного нагрудника, который дает вам нужные статы. Нет, тут вы просто их крафтите. Правда, чтобы их скрафтить, вам нужно иметь производство, а именно заводы и настроенное производство, но об этом далее. Но чтобы делать сами шмотки, вам нужны шаблоны на эти сеты. Вы получаете эти шаблоны с прокачкой уровня влияния, но есть шаблоны сетов, которые вы будете находить, исследуя мир. И ко всему к этому добавили еще заточку шмоток сверху, которая называется тут доработка. Это дело доступно только для золотого снаряжения, по крайней мере пока что. К примеру, броню вы сможете улучшить только с помощью такой же брони. Оружие. Сперва-наперво все то же самое, что с персами. Качаете уровень, потом возвышаете и снова качаете уровень. Привычная всем схема. Чтобы усилить меч, дай нам еще таких же мечей, и его статы будут лучше. Но есть еще кое-что. Эссенция, которую вы ставите на свое оружие и повышаете еще ему характеристики. И эти эссенции можно улучшать, а падают они рандомно с монстров. И оружие нельзя делать из деталей, которые вы делаете на заводах, как одежду. Вы находите его в мире, либо получаете за задание, можно еще покупать в магазинах. Ну и последний вариант — выбивать крутками. Почти как с персонажами. Позже расскажу, когда идем до этого. Ну и вишенка на тортике. Вы можете ставить себе провиант на персонажей. Считайте так. Это ваша автохилка. И да, вы их тоже должны производить. Ну или делать в карманах, если позволяет рецепт. В этой игре, в отличие от ее одноклассников, не 5-звездочная система, подчеркиваю, а 6-звездочная, так что рекомендую это запомнить, когда вам выпадет что-то с золотой полосочкой и 5 звездами, чтобы вы раньше времени не пошли на просторы интернета кричать всем и вся, что вы выбили кучу легендарок и позориться. Учитывая, что это новая игра, новый мир, новые механики, куча шмоток, вариантов сборок, вы можете растеряться, как практически все, и не понимать, кого и как собирать. Но спасибо разработчикам, что в игре есть подсказки. Вам покажут, что рекомендуется для вас по оружию, прямо в меню выбора этого оружия. Но почему-то не покажет, как в Ханкае, какое шматье на себя лучше надеть. Правда, в Ханкае там показывается 3 варианта и проценты, кто какой надевает, но не суть. Но зато отдельно через меню можно посмотреть, как одевать полностью персонажей и как составлять пачки ваших оперативников. Прям готовые варианты. Я считаю, это лайк разрабам смело можно ставить. Игру я проходил на стримах вместе с вами. И, кстати, помимо YouTube-канала, у меня есть мой Twitch-канал. Ссылочка на него в описании, там тоже проходят стримы. Начинаете вы свое путешествие с пролога, где заснеженная локация. И долго вы там не задержитесь, туда вы не вернетесь. Так что физикой снега и видами рекомендую проникнуться в начале, а после забыть, по крайней мере, пока что. После уже вы отправляетесь в стартовый регион Долина 4. Я честно думал, что на релизе игры нам будет с вами доступна только одна локация — центр. Но какое было мое удивление, когда я осознал, что этот один регион будет включать в себя аж 6 полноценных локаций, внимание, на релизе, в которые вы попадете дальше по основному сюжету, потратив на это около плюс-минус 20 часов. При учете то, что вы периодически будете залипать в местные механики, о которых я расскажу позже. И потом игра такая:
А вот тебе еще один регион под названием Улин и 2 локации в нем. Просто представьте, что на релизе Genshin Impact был бы Манштадт, Драконий Хребет и Лио, и еще кучу контента сверху и сюжета по этому поводу. По ощущениям и размерам, это выглядит примерно так. Да, сами локации не такие огромные, как в Геншине, но и не такие маленькие, как в коридорном Ханкае, а наполненность мира поистине большая, что в плане активностей, так и в плане декора и внешнего вида. Это что-то на богатом. За почти все активности вы получаете опыт, который копится и открывает вам уровни влияния, всего их 60. В награду вы получаете Араберил, аналог примагемы из Геншина, и шаблоны с расходниками. Плюс у вас повышается психика. Это тот ресурс, который вы тратите на фарм данжей. Психика — местный аналог смолы. Будут моменты, когда вам для сюжета придется поднимать уровень влияния, чтобы открыть последующий сюжет. Благо, активности на карте прилично. Те же самые головоломки, поиск сундуков, проведение электричества и последующий запуск электрических нексусов, второстепенные задания, ежедневные, еженедельные активности и куча чего еще. Да и когда вы идете выбивать себе что-то на прокачку оружия или персонажа, тратив психику, вы также получаете опыт. По достижению более высоких уровней вы сможете поднять уровень исследования, аналог уровня мира из Геншина. Монстры будут более высокого уровня и падать с них будет более вкусный лут, хотя как такового лута с них падает в разы меньше, чем в играх-одноклассниках, но на это есть свои причины, объясню позже. Хоть мир не настолько большой, как в других играх, все равно добраться из точки А в точку Б бывает не быстро, а учитывая, что мир не плоский, а многоуровневый, и скажем, чтобы забраться на какую-то гору, нужно ее обходить. Тут есть механика, которая вам поможет. Вы можете ставить зиплайны, которые позволят вам, ой, как не слабо сократить путь, и в этой игре вы не сможете карабкаться куда-либо по стене. Плюс есть очень забавная механика маячков с запиской, где вы ставите сам маяк, который видят другие игроки, и эта механика прямиком как будто из Death Stranding. Не ведитесь на эти записки, где написано «прыгать с обрыва», потому что там точно что-то интересное. Хотя в некоторых моментах эти маяки подсказывали мне, что передо мной скала, но если по ней ударить, она исчезнет. Или же то, что дальше меня ждет сильный моб и так далее. Подача сюжета и диалогов не растягивается искусственно ради пустой болтовни, и действительно интересно читать и вникать в этот мир, но буквально один раз было слишком душненько и затянуто. Для тех людей, кто не хочет читать и слушать текст, есть перемотка диалога с выжимкой всего того, что в нем было. Но учитывая, что нету искусственного растягивания хронометража, как кое-где, то все и так хорошо. Как я и говорил ранее, вам придется собирать те или иные вещи для прокачки оружия и персонажей. И каково же было мое облегчение, когда я узнал, что игра сама показывает, где что будет выбиваться. И я говорю не про сами книжки повышения уровня, а про, скажем, какой-то супер редкий гриб, который произрастает в определенных местах. Вы на него тыкаете, и игра показывает вам сама эти места, если они у вас открыты. Надобность частого использования интерактивной карты для построения маршрута фарма отпадает сразу же, что прекрасно. Но все же, кое-где она понадобится. Временами от большого количества информации у меня пухнет голова, и я иду на свой бусти, где провожу различные стримы увеселительного характера с просмотром кое-чего по вашим запросам. Ссылочка в описании. Приятный бонус для любителей полутаться. Когда вы собираете в мире какие-то растения, которые требуются для крафтов, игра вас одаривает наградами за сбор. То есть, когда вы соберете, скажем, 100 штук какого-то куста, вы получите все награды в виде дополнительных рецептов и араберила накрутки. Мелочь, а приятно. Работает не только с растениями, если что. В плане обычных стандартных в рамках жанра активностей тут есть ежедневные задания, еженедельные и боевой пропуск. Тут все по классике. Сверху вам накидывают узел, по примеру, книжки из Геншина с добротными наградами в виде золотого оружия и прочих ништяков. Индекс — это доступные открытые вами активности. С выпадением того или иного лута перечень там довольно большой. Подготовка. Их два варианта. Стандартная, где вас учат механики боя, и справочник оперативника, где вы после получения персонажа ознакомливаетесь с его возможностями и то, как его использовать. Спасибо, разработчики, за реально крутое обучение. По поводу симуляции мы поговорим чуть-чуть попозже. И режим постоянства, где механика следующая. Есть большая локация, где вы со временем теряете рассудок, там будет заполняться у вас шкала. После чего вы возвращаетесь
расширяетесь. Но за это время, пока вы там, вы можете собирать лут, который вам понадобится для прокачки вас в этом режиме для последующего вашего там более долгого и комфортного нахождения. И, конечно же, за это тоже сыпят награды. Доступно это будет, правда, на вашем личном корабле, если что, до которого придется пилить по сюжету. А теперь, мои дорогие мальчики и девочки, и господа постарше, мы переходим с вами к Core геймплею, которого нет ни в одной из гач. То самое, что кажется несовместимым с аниме-девочками. Это заводы и производство. Начнем издалека. На первом регионе вам дается возможность установить в конкретном месте основной завод. Здесь вам придется настраивать производство, и для начала стоит обзавестись начальной рудой, из которой пойдут все дальнейшие рецепты. Вам нужно будет вести электричество по карте с помощью столбов, заводить это электричество на месторождение руд и ставить там добывающие установки. Благо, они добывают сразу в инвентарь вашей базы, без необходимости доставлять это до базы с помощью конвейеров или, упаси боже, поездов как в факторию. Для того, чтобы все это работало, вам придется обзавестись естественной энергией. Тут вариантов пока что два. Либо скармливать им добываемую руду, либо делать цепочку производства для батареек. И я вам так скажу, вам придется переехать потом на батарейки, чтобы все влезло, потому что есть проблемки. Размер базы не очень-то и большой на старте, а из главного здания есть только 6 мест вывода ресурсов, и вот с этим вам придется развлекаться на начальных этапах, покрывая свои потребности в виде хилок и деталей для, внимания, создания шмоток. И тут мы плавно переходим к аванпостам. Это мини-базы, на которых тоже можно производить ресурсы, но, как вы понимаете, они гораздо меньше, и продавать на них прям любой товар не получится, так что придется взвесить все за и против и посчитать, что будет более оптимально и то производство собственные поставить, так как со временем вы будете открывать более сложные рецепты, у которых будет более дорогой товар. Благо, то, что вы производите на главной базе, вы можете совершенно спокойно продавать на аванпосте. И ресурсы между базами передаются, так как они имеют одно и то же хранилище. Со временем, по прохождению сюжета, вы откроете возможность расширять территорию ваших заводов, что отчасти развяжет вам руки в построении чего-то побольше. Но по-настоящему вы вдохнете полной грудью тогда, когда откроете для себя секцию складов. Помните, я говорил, что в главном здании только 6 точек вывода ресурсов? Так вот теперь вы их сможете делать больше. В плане сложности постройки производства игра вас будет вести за ручку, так как у вас есть симуляция. Это обучение строительству, где вы получите в свое распоряжение чертежи. По чертежам, вкратце, вы просто берете и ставите настроенное производство. Или копируете свое и расширяете. Для упрощения жизни разработчики ввели возможность поделиться чертежами, чтобы вы просто скопировали чужое производство и бед себе не знали. Также облигации, которые вы можете получать, не бесконечны, а накапливаются аванпостом, и чем, естественно, выше его уровень, тем больше у вас будет возможностей. Плюс, для получения различных бонусов вы сможете прописать одного из своих оперативников на самом аванпосту. И, кстати, тут есть фермерство, причем разные варианты его. Первый через постройки. Вы собираете семена с кустов, потом их выращиваете. Все это быстро и автоматизировано. Но есть такие растения, которые просто так не вырастут. Вам придется выращивать их прям на грядке отдельно и поливать водой и ждать, как они полностью вырастут. Видеопроизводство нынче нелегкое дело, и если хотите поддержать меня, канал и контент, который выходит на канале, то есть привычные донатики или платные подписки на моем бусте. Все ссылочки в описании. Разработчики решили в эту игру внести старый забытый жанр игр — Tower Defense. У вас на вашем аванпосту будет отдельная панель, где вы видите уровни атаки и 2 режима. Вмешательство оперативника, где вы и ваши турельки должны справиться с нападающими на вас NPC, и режим автозащиты, где вы уже не сможете влиять своими оперативниками на исход боя. В награду вы получаете расходники, увеличение количества устанавливаемых турелей и повышенный шанс получения бонуса по облигациям во время торговли. Оригинальную идею Tower Defense персонажами из предыдущей игры они трансформировали в идею Tower Defense турельками, а чтобы жизнь медом не казалась, присобачили полный производственный цикл, чтобы были заводы, на которых производятся компоненты, из которых делаются турели, так как все постройки делаются из производимых ресурсов. И турели, кстати, жрут до хрена энергии. Не все, но которые постарше, да.
И как вы понимаете, турели бывают разные, как и различные здания, которые вы сможете с временем ставить. Встречайте древо технологий. Для открытия последующих зданий вам нужно будет обзавестись стандартными индексами, благо где их фармить показывается сразу же на карте. Спасибо разработчикам, что это не нужно искать как чертовы анимакулы, как в Геншине. На панели развития региона вы со временем откроете себе узлы склада, которые, увеличивают склад вашего региона и позволяют хранить больше ресурсов, и их, если что, можно улучшать. Также они вам дадут возможность делать миссии по доставке из точки А в точку Б, где вы получите в награду облигации региона, которые будете тратить не только на улучшение заводов, если что. В отдельных магазинах за эту валюту вы можете приобрести себе расходники, подарки для персонажей. И, кстати, подарки нужны будут, чтобы поднять отношения с персонажами для открытия прокачки их некоторых навыков. И, конечно же, покупка золотого оружия. И в узлах склада у вас начнется кооп геймплей в больших кавычках. Вы можете выполнять задания доставки ваших друзей и получить за это, собственно, награду. Это не все. Вы можете заниматься сами торговлей отдельно от какого-либо вашего производства, буквально покупая в магазине товар по сниженной цене, и после чего продавать его своему другу и получая с этого прибыль. К этому всему стоит, конечно же, добавить, что модуль склада, который вы открыли на карте, можно улучшить за эти самые облигации. Вы поднимаете хранилище своего регионального склада и открываете более дорогие задания по доставке. Но помимо узлов складов, есть еще кое-что. Станция переработки. Значок совы на карте. При улучшении дает вам больше аэрокосмических материалов, а также качают развитие региона. А список того, что влияет на этот уровень региона, довольно обширен. Это: первая добыча в местах разработки, соединение и повышение уровня развития аванпоста, открытие станции переработки, открытие склада, соединение и расширение покрытия перераспределителя, о которых я говорил ранее, и миссии. А эти уровни дают вам весомые награды за открытие и бонусы от уровня к повышению хранилища для ваших денег региона, повышению частоты месторождения минералов и повышению протокольной вместимости. И это все для одного региона, но разработчики такие: а давайте на старте игры сделаем 2 региона. Так вот, пожалуйста, второй регион Улин, в который вы попадете часу этак на 20-м, наверное, продвижения по сюжету, при условии, что будете заниматься заводом, настраивать его, пытаться что-то там исполнить и прокачивать персонажей. А в новом регионе у вас будет совершенно другое производство и другие механики. Вы будете развлекаться с трубами и жидкостями, потому что надо. Как вы понимаете, тоже будет аванпост. Но хранилище привязано уже к самому региону. Конечно же, на регион отдельное древо технологий завезли тоже. И своя валюта. Но если прижмет, вы сможете заказать доставку с одного региона на другой с помощью регионального трансфера, либо привезти в карманах ресурсы. Кстати, у меня есть мой телеграм-канал, где выходит различная информация по играм и всяческие анонсы и обсуждения. Вы там сможете обмениваться чертежами, к примеру. Ссылочка в описании. Вы думали, с производством все? А нет, нифига. У вас же есть еще свой космический, мать его, корабль. Вы же глава компании Энфилд, и вы к нему придете по сюжету. Я вам так скажу. Здесь слишком много чего открывается не сразу, а по прохождению сюжета. Учитывая, что некоторые задания требуют довольно высокого уровня влияния, то все это будет не быстро. На второй регион я попал, повторюсь, через 20 плюс-минус часов. Так вот, ваш корабль, вы можете улучшать его. И это опять, привязано к сюжету, как и многое другое, но да ладно. На главном мостике вы назначаете персонажей для прокачки с ними уровня дружбы, чтобы потом прокачать им нужные навыки. При улучшении корабля открываются новые комнаты и более высокие уровни этих комнат, которые вы можете строить. Вам будет доступно к строительству производственный отсек, где вы делаете расходники на повышение уровня персонажей или же оружия, и инкубационный отсек, где вы выращиваете растения, которые также нужны для возвышения персонажей. Важное замечание: не путать с растениями, которые у нас участвуют в крафтах. С ними все по-другому, а эти выращивать на грядке, поливая пропаловый участок, нельзя. С производственным отсеком все просто. Нажал, оно делается, а вот в инкубаторе вы выбираете то, что хотите вырастить, и если у вас есть то, что вам нужно, то вы разбираете растения на семена и выращиваете. Если того, что вам нужно, нет, вы собираете это в мире и повторяете процедуру с семенами и выращиванием. И да, это все, включая производство на корабле, занимает охренеть как много времени.
Естественно, вы можете переписать своих оперативников к этим комнатам, чтобы получать бонусы. И мы опять же встречаемся с коопом в кавычках. Тут вы можете запросить помощь с производством на корабле от своих друзей. Есть еще одна комната, приемная, где вам предстоит отправлять ваших оперативников на поиски зацепок, которыми вы и с вами смогут делиться ваши друзья. За это все вы получаете кредиты, которые сможете тратить в магазине на всякие расходники. Комната, естественно, тоже улучшается. Ваша приемная. При телепорте перед вами будет плакат, на котором вы можете выбирать заставки персонажей, которые будут показаны, и местами они довольно пикантные. Заставки открываются путем повторных получений персонажа, если что. И дальше вперед комната, где вы можете выставлять на показ свое оружие, персонажей и медали, которые вы получили. Медали — это, если что, аналог достижений. Интерьеры самого корабля выглядят просто охренительно, как по мне. Дизайн, стилистика, прекрасно все. И отвечает духу высоких технологий, но не духу промышленной революции, которую мы тут выстраиваем. И разработчики дали нам возможность поменять нашего персонажа на мальчика или девочку прямо на корабле бесплатно раз в сутки. Представьте, сколько с вас бы содрали за это в других играх того же жанра. Как работают крутки? За первые 40 круток для новичков я получил 2 легендарных персов, с чего прям обрадовался. Но тут нету привычного баннера оружия, оно все работает немного по-другому. Есть ивентовый баннер с персом из обновления и обычный баннер. Вы получаете опыт за выбивание персов. За 6-звездочного 80 опыта, за 5-звездочного 10 опыта. В стандартном баннере бонусом можете выбрать оперативника, которого вы получите за получение суммарно 300 опыта в стандартном баннере. За прохождение начального сюжета, побегов по локациям и так далее, я собрал 86 круток обычного баннера и 30 тысяч араберила, что дают еще 60 круток. Выглядит так нифигово, я вам скажу. Я целенаправленно не занимался закрытием карт и фармом всего и вся, и не делал второстепенные миссии. Также сверху я получил еще 18 круток ивентового баннера. Просто представьте то, что на релизе Genshin Impact вы проходите сюжетку, когда нету того гигантского количества регионов, и получаете 150 круток, просто нате возьмите. Но я принципиально не крутил персонажей, чтобы пройти весь контент обычный, стартовый, пачкой. И я никогда не чувствовал просадку по урону или выживаемости, при том, что я был без хила в пачке. Я даже скажу больше. Я спокойно ходил фармить в данже на 40 уровне, а данж сам был рассчитан на 60 уровень. Игра, мягко говоря, не то что не заставляет вас донатить, она даже не заставляет вас крутить, за исключением пышных форм персонажей и вызывающих нарядов. По поводу боссфайтов, которые у вас будут, я решил совсем обнаглеть и своей фиговой, некачанной пачкой, где половина персонажей 60-го, а другая 70-го уровней, а пушки все 60-го за исключением одной, плюс пушки не легендарные, хоть вам и дается 2 коробки, где вы можете выбрать себе 2 леги. И фиолетовым, а не золотым шмотом. А хилки вообще синие начальные. Я попёрся на босса 80 уровня, и что удивительно, я его закрыл. Да, это было не быстро, но его атаки довольно читаемые, и когда вы их запоминаете, вы сможете без проблем закрывать боссяр с таким разрывом по уровню и урону. И, напоминаю, хила в пачке у меня нету. Так, что там по круткам оружия? А тут следующее. Дело в стартовые крутки для новичков, а их я сделал 40 и получил за это билеты арсенала, которые я трачу на крутку с оружием через магазин. Но оно работает не как с персонажами. Гарант тут гораздо ближе. К примеру, всего-то 8 попыток у вас есть, и легендарная пушка у вас. Но на эти 8 попыток нужно еще накрабить, выбивая персонажей. И затронем момент того, как у нас будет работать гарант. Вы будете получать стабильно по одному 5-звездочному персонажу раз в 10 круток. Не переживайте, счетчик не пропадет при смене баннера. И начиная с 65-й попытки, шанс на 6-звездочного персонажа начинает стремительно расти, плюс 5% за каждый призыв. Если он вам не выпал до этого. Если до 80-й крутки 6-звездочный персонаж так и не выпал, то он выпадет именно в этот момент. Помните про шанс 50 на 50 на героя из баннера? Так вот, прогресс также переходит в следующий баннер. И 120-я крутка. Ивентовый персонаж достанется вам гарантированно, но будьте внимательны, этот накопитель обнуляется вместе с закрытием баннера, и кажется, я чувствую легкий шлейф жадности разрабов. А вы?
И в этой игре слишком дохрена различных магазинов и типов валюты, вариаций доната. Я смотрю на это на все, и мои глаза просто вытекают от количества этого дела. Интерфейс всего, не только магазинов, слишком загроможден по первому ощущению, но прям непосильно много всяких менюшек поначалу будет. Графика тут прекрасна, что удивительно, особенно на максимальных настройках, и жрет игра вроде как немного. А как же симпатично выглядят женские персонажи в местах повышенной влажности, капельки воды, переливание света, ну вот знают, чем зацепить народ. Если стартовый регион выглядит красиво, учитывая детализацию окружения и персонажей, то второй регион с его туманом и лесами при игре света выглядит просто потрясающе. DLSS и генератор кадров для богатых присутствует. Мне стал интересен вопрос оптимизации, так как я действительно был приятно удивлен охренительной картинкой. Изучив вопрос и посмотрев тесты на высоких настройках Full HD, древняя RX 5080 на 8 гигов летает на 60 кадрах во время замесов. 3060 уже летает на тех же настройках за 110 кадров без DLSS, а в 2К держит около 80 кадров. Это, если что, судя по тестам, которые я видел на YouTube. Вспоминается мой первый заход в Genshin Impact, и такого вау-эффекта не было и вовсе в плане графики. Правда, на своем телефоне насладиться ею я не смог, так как у меня старенький задрипанный Poco M6 Pro, который набирает там 400 тысяч попугаев в Antutu, но даже на нем я смог поиграть на низких настройках. Правда, было страшное мыло, но оно работает. Если хотите, чтобы у меня был мощный телефончик, то ссылочка назад в описании, а то мало ли нас смотрят богатые, добрые люди. На мышке с клавиатурой играется прекрасно, но я решил попробовать подключить геймпад, а у меня Xbox Light Series 2, и меня хватило ненадолго. Выбирать умения оперативников во время боя не очень удобно, и все же это, наверное, больше дело привычки, но вряд ли получится так же вальяжно развалиться на кресле и потреблять контент с геймпада, как я это делал в Ханкае или Геншине. Учитывая мой опыт в других проектах, связанных с гачи и постройкой заводов, смело скажу следующее. Я рекомендую попробовать. Да, я понимаю, что любителям гач, может быть, вдруг тяжело будет понять, как сделать себе большое масштабное производство. Но игра вам подскажет. А если что, тут есть чертежики. Для любителей заводов скажу следующее. Если вы играли в Факторию, то тут для вас будет отдых в плане постройки. Вы как минимум сможете полюбоваться красивыми видами и персонажами. И попробовать что-то новое, а не играть в один и тот же симулятор заводов, в который вы играете. Для тех, кто не пробовал ни гач, ни симуляторов заводов, рекомендую, дабы вы приобщились к жанрам. Игра взяла много из разных проектов, но взяла лучшее из них и взяла необходимость крутить персонажей, потому что гача, чтобы люди вливали в нее деньги, дабы дальше развивать этот проект долгие годы. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся на заводе.